От строительства до разрушения Каховской ГЭС. Каховская ГЭС, гидроэлектростанция, была построена в период Холодной войны. Строительство ГЭС началось в 1950 году и завершилось в 1956 году. ГЭС находилась на реке Днепр в Украине, недалеко от города Новая Каховка. Целью строительства Каховской ГЭС было создание мощной энергетической системы для промышленного развития региона и улучшения жизни населения. ГЭС предназначалась для выработки электроэнергии и регулирования уровня воды в Днепре для судоходства и системы орошения близлежащих полей Херсонской области. Каховская ГЭС строилась с использованием железобетонных конструкций, способных выдерживать высокие нагрузки. Бетонные конструкции повышенной прочности корпуса, они предполагались с учетом, которые должны выдерживаться определенные нагрузки, и обычно происходят строгие инженерные расчеты, чтобы выйти на их устойчивость и безопасность. При строительстве использовались специальные типы бетона, которые отвечали требованиям прочности, водонепроницаемости и другим функциональным характеристикам, необходимым для работы ГЭС. Кроме того, при строительстве были учтены факторы безопасности, такие как защита от наводнений и сейсмической активности, которые могут иметь последствия. Для строительства и обслуживания электростанции одновременно строился и город Новая Каховка на месте села Ключевого. На строительстве Каховского гидроузла работало 12 тысяч человек, 1100 автомашин, 30 экскаваторов, 75 гусеничных и портальных кранов, 100 бульдозеров, 14 паровозов и 7 земснарядов. 30 марта 1952 года был заключен первый кубический метр бетона в сооружение ГЭС. Монтаж первой турбины, начатый в августе 1954 года, был завершен 18 октября 1955 года. Именно этот день считался днем рождения станции. 13 октября 1956 года введен в эксплуатацию последний шестой гидроагрегат. 19 октября 1959 года Каховская ГЭС была принята в промышленную эксплуатацию с установленной мощностью 312 МВт. Каховское водохранилище было одной из 6 больших водохранилищ в каскаде на реке Днепр. Расположен в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Водохранилище имеет сезонную регулировку стока. Длина его 240 км, площадь зеркала 2155 км, полный объем составляет 18,19 км, а полезный 6,8 км. Каховская гидроэлектростанция была захвачена российскими войсками в первый день вторжения и удерживалась ими вплоть до 6 июня 2023 года. Вскоре после оккупации России Херсонской области российскими военными была взорвана дамба, которая перекрывала поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал. В мае 2022 года с Каховской ГЭС были сброшены большие объемы воды. Из-за сброса воды частично затопило Новую Каховку. В городе была подтоплена местная набережная и парк. Информация о том, что Каховская ГЭС может быть взорвана, начала появляться в СМИ осенью 2022 года на фоне украинского контрнаступления в Херсонской области. 11 ноября 2022 года при отходе русских войск на левый берег Днепра они совершили диверсию, мощным взрывом разрушили дорожное полотно со стороны правого берега. По данным британской разведки, взрывом разрушены 3 пролета автомобильного и железнодорожного мостов с северной стороны. Однако затворы для сброса воды почти не пострадали, поэтому риск подтопления ниже по течению хоть и существовал, но незначительный. Взорвали ГЭС 6 июня 2023 года
в 2 часа 50 минут, большая ее часть уничтожена и полностью затоплена. Из-за подрыва плотины ГЭС затопление более 80 населенных пунктов. Это села и города по правобережью реки Днепр и оккупированному левобережью Херсонской области. В результате взрыва были разрушены основные инженерные сооружения Каховской ГЭС. Сюда входили гидротурбины, генераторы, трансформаторы и другое оборудование электростанций. Весь комплекс гидроэлектростанции получил большие повреждения и пришел в негодность. Агентство ТАСС сообщило о разрушении 14 из 28 пролетов водосбросной плотины в результате взрыва, а также основные инженерные сооружения Каховской ГЭС. Сюда входили гидротурбины, генераторы, трансформаторы, а также машинный зал ГЭС полностью разрушен, и другие оборудования электростанций, которые восстановлению не подлежат. 8 июня российские войска произвели артиллерийский обстрел полузатопленного Херсона. Удары наносились по точкам, где происходила эвакуация жителей затопленных территорий, в том числе и оккупированных, в основном женщин, детей и пожилых людей, а также множество животных. Под обстрел попала съемочная группа BBC и десятки журналистов. Институты изучения войны на основе открытых источников выдвинули предположение, что Москва таким образом заранее создает информационный фон, оправдывающий планируемое отступление и утрату обширных территорий в Херсонской области. Они также предупредили об информационной подготовке для осуществления провокации под чужим флагом на Каховской гидроэлектростанции. Российское командование полагает, что разрушение дамбы позволит прикрыть их отступление с левого берега Днепра и предотвратить или замедлить преодоление украинскими войсками водной преграды, предполагают в Институте изучения войны. По их мнению, Кремль может попытаться использовать эту провокацию для того, чтобы отвлечь внимание от новостей об очередном унизительном отступлении российских войск. Директор Института водных проблем и мелиорации Академии наук Михаил Яцук в комментарии службе BBC до подрыва Каховской ГЭС предположил, что Россия может подорвать плотину, чтобы нанести ущерб инфраструктуре Украины и исключить возможность переправы ВСУ после отступления российских военных. Вода из ГЭС станет гидропомехой, преодолеть которую из-за высокого уровня и напора будет невозможно, предположил он. Несмотря на то, что дамба ГЭС удерживает огромный объем воды, на практике целенаправленная атака снаружи на плотину не привела бы к масштабной катастрофе, в частности потому, что разрушить ее целиком непросто, а по мнению некоторых, и вовсе невозможно. Ее возможно разрушить только одним путем – взрывчатку заложить в местах аварийных водосбросов или в доковой части, где стоят гидроагрегаты, говорил Михаил Яцук. Согласно анализу BBC, гидроэлектростанция проектировалась так, чтобы при сейсмическом воздействии станция ГЭС не разрушилась и выдерживала удары землетрясения. А зафиксированные на записях повреждения указывают на то, что взрыв был произведен большим количеством мощной взрывчатки, заложенной внутри сооружений ГЭС, в частности, в машинном зале. Согласно другому анализу BBC, разрушение Каховской ГЭС имеет много параллелей с подрывом Днепрогэс советскими властями в 1941 году, который был произведен для предотвращения наступления немецких войск и привел к гибели тысяч человек. Издание отмечало, проводя параллели с российской официальной реакцией, что в 1941 году жителям СССР советским правительством было объявлено, что плотина Днепрогэс была взорвана немецкими войсками. Даже оккупационные власти Херсонской области, несмотря на объявление эвакуации, вскоре уточнили, что знают, куда эта вода придет и доставит неудобства. Вода поднимется, по расчетам специалистов, где-то на 1, максимум 1,5 метра.
Большая часть Херсона находится на высоком берегу. Ему ничего не угрожает, заявил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо, добавив, что некоторые микрорайоны находятся в низине. Но по результатам они просчитались о масштабах затопления.